Всем привет! В этот замечательный, теплый, зимний день, почти зимний, у нас уже в Нью-Йорке ноябрь, сегодня 15 число, довольно холодно, но, как вы видите, светит солнце. Относительно холодно, то есть 6 градусов с утра, днем около 10-12. И сегодня мы с вами поговорим про плюсы жизни в Нью-Йорке. Так, сейчас я попытаюсь найти свою улицу. Вот, вроде бы она. В прошлом видео, либо в предыдущих видео мы с вами разобрали про минусы жизни в Нью-Йорке. А сегодня я бы хотел рассказать вам, что же нам понравилось в этом интересном городе спустя месяц жизни практически, чуть меньше месяца мы здесь находимся, но я могу рассказать и поделиться то, что нам здесь нравится, и то, что привлекает многих людей посетить Нью-Йорк, приехать в этот замечательный, интересный город и попробовать себя в новой стране. К первому плюсу можно отнести климат. И несмотря на то, что здесь зимой прохладно, у нас еще зимы не было, у нас тут первый сезон в Нью-Йорке, назовем это так, сезон нашего сериала. Но я все равно понимаю, что здесь теплее, потому что в ноябре здесь была температура до 20 градусов, может быть. Стран СНГ это как-то очень много. Это, видимо, только для южных стран СНГ. Но в целом погода хорошая. Здесь практически нет никогда дождя. Когда мы за все это время, за месяц, было всего лишь 1 либо 2 дня. В наших странах уже серо. Все темно, серо и мокро. Я из Беларуси, напоминаю, кто не знает, кто первый раз смотрит. Вот, поэтому климат нам очень нравится. Потому что есть, конечно, более теплые штаты, более теплые города. Но все равно я ожидал другого. На самом деле я ожидал, что здесь будет холодно. И здесь будет мрачно. Но на самом деле город очень яркий, приветливый и классный, позитивный. Вот, смотрите. Так, пошли дальше. Сейчас я выйду из этих вот катакомб. Про климат в Нью-Йорке. Благодаря тому, что здесь рядом Атлантический океан, он очень теплый, получается, течениями заносит сюда теплую воду и, соответственно, прогревается все окружение. Я думаю, что это во всех городах, которые граничат с океаном, ну то есть теплым, именно с теплой водой. Вот, поэтому как-то так. Летом здесь температура поднимается до 30 градусов, даже больше. Зимой, как я понимаю, опускается до нуля, примерно так. Минус очень редко, когда здесь появляется. В этом сезоне мы проверим. К следующему плюсу Нью-Йорка можно отнести высокий уровень зарплат и заработка, а также наличие работы здесь. В самом городе очень много возможностей для заработка, очень много работы. Просто, немерено. Если посмотреть по группам, в которых сидят иммигранты, там очень много предложений о работе. Есть работы, как сказать, на чек, оплата официальным оформлением. Очень много работы на кэш. Это когда вам платят просто в конце дня, либо в конце недели наличными деньгами. Работать без документов здесь официально нельзя, однако выгнать или вас не имеют права сдать, потому что в Нью-Йорке, именно штат Нью-Йорк, есть принятый законопроект о том, что если вы не оплатили сотруднику за его труд, несмотря на то, что он нелегально работает, на него можно подать в суд. В общем, очень интересное законодательство, которое защищает людей. Также здесь это все... Мы вот сейчас занимались поисками квартиры, и закон защищает квартирантов. Нам очень сложно сейчас найти было квартиру, потому что по американскому законодательству штата Нью-Йорк вас не имеет права выгнать из квартиры, если у вас есть ребенок. Неважно, платите вы за нее или не платите, вы можете не платить годами, и судом вас будет невозможно выгнать из этой квартиры. Вот такая вот бюрократия, но она на стороне людей. Плюсом Нью-Йорка можно отнести развитая кредитно-банковская система, потому что здесь, даже находясь в статусе временной жизни, получается, временного нахождения, вы можете открыть себе банковский счет, вы можете получить себе кредитную карту. Я это сделал. Если вам интересно, можете подписаться на мой инстаграм, я вам расскажу немножко про эти детали. Напишите мне в личку, я вам расскажу, как это лучше сделать. Так, что продолжим про плюсы жизни в Нью-Йорке. Как я уже сказал, это развитость кредитной системы. То есть, по большому счету, вы еще никто здесь, а вам уже банк доверяет и дает деньги. Я получил кредитную линию на $1000. И первых 2 года не нужно платить процент. В общем, если кому-то интересно про кредиты и про как открыть карточку
карточку Bank of America, то вы можете написать мне в Instagram, я расскажу, как это сделать правильно и как получить кредитную линию на $1000. Также можно рассказать про высокий уровень зарплат. Средняя зарплата, я не знаю, как среди американцев, но в целом среди иммигрантов здесь даже на работах за кэш можно заработать порядка от 3 до 4 тысяч долларов просто приезжему человеку, который здесь недавно находится. Если ты трудолюбивый, то Америка и Нью-Йорк дают тебе возможности здесь жить, зарабатывать и развиваться. К следующему плюсу Нью-Йорка можно отнести это чистая вода из-под крана. Реально, мы в Минске устанавливали себе систему очистки для того, чтобы получать чистую воду. Обратный осмос называется система очистки. Здесь мы наливаем воду в чайник прямо из-под крана. Она имеет немножко запах труб, но накипи в чайнике не образуется. Это свидетельствует о том, что здесь очень мягкая вода, нету каких-то отложений солей и твердых веществ. Поэтому вода здесь довольно чистая, ее реально можно пить из-под крана. И мы это делаем. Также к плюсам Нью-Йорка можно отнести развитость транспортной системы. Получается, что можно добраться на метро в любую точку Нью-Йорка. Тебе с большего не нужно иметь личный автомобиль. Хотя с личным автомобилем здесь становится немножко удобнее. Потому что в данный момент я хочу купить себе автомобиль для того, чтобы можно было комфортнее передвигаться за продуктами в магазины. Но если ты живешь в Нью-Йорке, тебе не обязательно иметь автомобиль. Здесь можно все делать вот так вот, с рюкзачком. В целом, Америка сама — это страна возможностей. Здесь, если ты не боишься работы любой, то ты можешь заработать. И это самый главный плюс для меня. Здесь есть очень большой потенциал для бизнеса. Здесь, находясь даже по туристической либо по студенческой визе, как я нахожусь здесь по студенческой визе, временной, вы можете открыть собственную компанию. Это не запрещает вам закон. И если ваша компания будет работать и зарабатывать деньги, вы можете снимать дивиденды. Это будет ваш налогооблагаемый доход в Америке. В общем, очень интересно здесь, что можно реализовать себя, даже не имея грин-карты, даже не имея паспорта американца. В общем, если понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне в Instagram, вы можете задавать вопросы, я очень активно его веду более активнее, чем YouTube, поэтому, если вам интересно, вы можете подписаться на мой Instagram, смотреть больше историй про Нью-Йорк в режиме реального времени. А также вы можете задать мне вопросы в личку в Instagram. Так что всем хорошего дня, пока-пока.